Всем привет! Как и обещал, в одном из своих материалов хочу раскрыть вам все тайны и секреты контрабанды сигарет в Европу. Как вы знаете, а если не знаете, то сильно удивитесь, Украина вот уже несколько лет крупнейший в мире поставщик контрабандных сигарет в ЕС. Официально, а не гипотетически. Мы настоящий контрабандный хаб и центр притяжения нелегальных сигарет для европейцев со всего мира. А наша западная граница – решето, через которое все это на них и валится. Этот факт был озвучен на первом разносе таможни президентом і його командою на Закарпатті. Україна перетворилася на хаб світовий з постачання нелегальних сигарет в Європу. От так це виглядає. Це виглядає так, що з Китаю, з Еміратів через Одесу, з Білорусі, навіть, з Молдови, з непідконтрольних територій. Через Україну, як через таку дику землю, в Європу йдуть нелегальні сигарети. Чи будуть нас після цього поважати наші європейські колеги, чи можемо ми взагалі розраховувати на нормальну розмову з ними, питання риторичне. Причем этот статус – одно из главных достижений предыдущей власти Порошенко. Именно его люди построили систему, при которой мы стали для европейцев главной табачной проблемой. И это подтверждается официальными цифрами их же исследований. В 2014 году в ЕС из Украины было нелегально ввезено 500 миллионов сигарет. В 2016 уже 5,8 миллиарда. А это значит, что за один час 33 тысячи пачки сигарет нелегально покидает Украину. И пока вы посмотрите этот ролик, 15-20 пачек окажутся в Европе нелегально. И это не статистика пальцем в небо, это официальное исследование британской компании KPMG. Около 4 лет я изучаю тему производства, сбыта и контрабанды сигарет. И за это время собрал огромный массив информации, публиковать который при власти Порошенко было бесполезно. Теперь же есть шанс, что моя информация, которая на 90% является эксклюзивной, а схемы, о которых я расскажу, не озвучивались никогда, получит правильную оценку со стороны новой власти. Давайте вместе разберемся, что это за табачно-контрабандный спрут, как он работает и сколько зарабатывает. Первое, что нужно понять. Контрабанда сигарет существует по одной простой причине. Разницы в стоимости за пачку у нас и в ЕС. Эта разница формируется только на основании ставки акцизного налога в той или иной стране. Например, пачка сигарет в Украине за 30 гривен. В ней сегодня 20 гривен акциз, 6 гривен НДС, 1,5 гривны местный акциз, то есть одних налогов на 27,5 гривен, и остается 2,5 гривны. Себестоимость пачки до 1 гривны. Оставшиеся 1,5 гривны – это прибыль табачной компании, прибыль посредника, розничного продавца, транспортные затраты. И все это в 1,5 гривнах. У европейских производителей математика точно такая же, но ставка акциза не 20 гривен, а 100, 120, 150. И в конечном счете пачка сигарет стоит не 30 гривен, а 170. Пачка Marlboro в Украине стоит примерно 50 гривен, а в Европе 300 при одинаковом составе и себестоимости. Налоги – главная причина разницы в цене. Именно разница акциза и формирует спрос на нелегальные сигареты. Ведь при легальном сбыте вы зарабатываете копейки. Если начинаете играть в контрабанду, нелегально возить их в Европу, то заработать можете миллионы. Кто основной потребитель нелегальных сигарет? Это те страны ЕС, в которых проживает больше всего нелегалов и эмигрантов. Именно они их и покупают. Италия 15% рынка сбыта, Германия и Англия по 40%. Оставшиеся 5% это остальные страны ЕС. Соседняя с нами Польша тоже интересна контрабандистам, но близость границы формирует там минимальный навар. Поэтому чем дальше от границы Украины ты забросишь ящик с сигаретами, тем больше заработаешь. Например, ящик сигарет, купленный в Украине за $200, в Польше можно продать за 400-500. В Италии и Германии уже за 600-800. А если дотащите его до Англии, то не менее 1000. Это схематически, детально по ценам пройдемся дальше. Тут важно понять механизм. А теперь вспомним, что Украина выталкивает через границу 33 тысячи нелегальных пачек в час. Откуда в Украине столько сигарет? Это второй важный вопрос, который стоит разобрать. В Украине есть 3 источника происхождения сигарет.
внутреннее легальное производство, внутреннее нелегальное производство и нелегальный импорт, контрабанда с целью транзита в Европейский Союз. Внутреннее легальное производство – это 4 транснациональные корпорации: Philip Morris, GTI, Imperial Tobacco, British Tobacco. Это мировые монстры, они производят миллиарды сигарет. Часть из них идет на внутренний рынок Украины и выкуривается украинцами, а часть идет нелегально в ЕС. Контрабандисты скупают их большим оптом за наличку и аккумулируют на приграничных складах. Схема скупки – это отдельная большая история. Второй пункт – внутреннее нелегальное производство. Это Львовская табачная фабрика и фабрика United Tobacco в Желтых водах, плюс какие-то кустарные производства. Все они выпускают свои малоизвестные дешевые марки сигарет и подделки известных брендов. Это все кэшевый нелегальный бизнес. Точно так же эти сигареты скупаются контрабандными оптовиками и свозятся в приграничные регионы на склады. И третье – это нелегальный импорт. Это самый интересный и, пожалуй, самый большой канал поставок сигарет в Украину. На нелегальном рынке нашей страны можно встретить сигареты, произведенные в Беларуси, Арабских Эмиратах, Китае, России, Румынии, Молдовы. Это все результат коррупции нашей таможни и спецслужб, которые, пропуская их внутрь страны, формируют черную дыру, в которой формально этих сигарет нет, но по факту их миллиарды. Как именно это работает, рассказываю на примере белорусских сигарет, которые производит фабрика Неман в городе Гродно. Это государственная фабрика, выпускающая дешевые сигареты именно для контрабандного рынка Европы, так называемый illicit whites. Сигареты, которые никто внутри страны не курит. Ну вот вы знаете такие сигареты, как НЗ, Минск, Кредо? Нет, они производятся именно для контрабанды. И этот процесс в Беларуси лично контролируется Александром Лукашенко. Но Лукашенко очень внимательно следит за своим имиджем. И эти сигареты нелегально не едут в Европу из Беларуси. Они едут в Украину, а уже от нас попадают в ЕС. Но миллионы сигарет не могут ехать в Украину официально, а потом исчезать. Европа начнет задавать вопросы. В ЕС есть такая структура ОЛАФ. Европейское бюро по противодействию мошенничеству. Так как сигаретная контрабанда – большое зло для ЕС, то ОЛАФ внимательно отслеживает перемещение партий сигарет с фабрик по всему миру, гласно и негласно. Если отправить контейнеры сигарет в Украину из Беларуси, ОЛАФ это зафиксирует. И потом ЕС будет задавать вопросы. А зачем вам эти сигареты? Куда вы их дели? Почему ваши правоохранители за этим не следят? Мы их в ЕС ловим, а вы этому способствуете? Это международные скандалы, которые никому не нужны. Поэтому в передвижении контрабандных сигарет по миру главной задачей для жуликов является потерять их из поля зрения ОЛАФ. Как это делают? Эти сигареты на фабрике в Беларуси грузятся в контейнеры и везутся в порты Прибалтики и отправляют их, например, в непризнанные республики Абхазию или Приднестровье. Поскольку там нет представителей ОЛАФ, то их судьбу дальше никто не отслеживает. Из этих стран, даже не выгружаясь из контейнеров, сигареты едут или плывут уже в Украину, но по документам превращаются в керамическую плитку или картон. То есть теоретически этих сигарет в Украине нет, они остались в Абхазии, а практически они у нас. По такой же схеме к нам едут сигареты не только из Беларуси, из Румынии и Арабских Эмиратов. Второй вариант исчезновения сигарет, когда они едут в Украину из Беларуси транзитом через Россию и оккупированный Донецк. Там они тоже формально исчезают, и ОЛАФу докладывают, сигареты пропали на оккупированных территориях, и в Украину они не заехали. Хотя по факту все заезжает через зону АТО. Третья схема – это коррупция на таможне в Прибалтике и Арабских Эмиратах. За 10-20 тысяч долларов с контейнера там можно договориться, что таможня не будет докладывать в ОЛАФ про отправку этих сигарет. Забудут написать письмо. Так бывает. Тогда из этих портов сигареты идут напрямую в Украину сразу по поддельным документам. Типа это плитка или картон. Но и в ОЛАФе сидят не дураки. Часто они отслеживают такое эффективное перемещение и сообщают нашему СБУ, которое с ними формально сотрудничает. Мол, встречайте контрабанду. И тут выход наших спецслужб.
СБУ их встречает, задерживает, рапортует Олафу, что все поймали. И Олаф этот контейнер вычеркивает из своей статистики. Такие операции вы можете периодически видеть в СМИ. А что происходит дальше? А дальше эти сигареты ложатся на ответственное хранение какого-то лицензионного склада, откуда со временем исчезают и появляются уже на складах контрабандистов у западных границ Украины. Почему так происходит? Потому что СБУ ведет с табачной контрабандой фиктивную борьбу. СБУ – одна из главных структур, курирующих контрабанду сигарет от момента их производства или незаконного ввоза до вывоза в ЕС. Поимка контейнера по наводке Олафа для них дополнительный заработок. $50 тысяч платит заказчик партии сигарет за то, чтобы после задержания контейнер исчез с лицензионного склада. Кто в СБУ этим занимается, спросите вы? Следит за всей схемой и координирует процесс перетекания сигарет такой себе Евгений Рубежной, руководитель 4-го управления в департаменте К СБУ. Рубежной в СБУ – ставленник экс-генпрокурора Виталия Яремы и его зама Анатолия Даниленко. Именно Ярема после Майдана первым и оседлал контрабанду сигарет из Украины в ЕС. Ну а последние 2 года Рубежной работал уже под крылом известного всем офиса контрабанды. На местах табачное направление курируют люди Рубежного из его же 4-го отдела департамента К. Четверка знает, где чьи склады с сигаретами. Они знают, кто и как их продает, какими каналами они выходят из Украины. Это их тема. Но свои знания они используют не для пресекания схем, а для зарабатывания денег. И курирует это глобально именно Рубежной. Интересно, что кадровые чистки, которые провел недавно в СБУ Зеленский и Баканов, но когда они поменяли в СБУ местных руководителей департаментов К на работе четверки, это никак не отразилось. Они негласно автономная структура, и все на своих местах, и продолжают курировать табачные темы. Но вернемся к самим схемам. Думаю, у вас в голове уже давно созрел вопрос, а сколько можно заработать на сигаретах, если раздавать по $50 тысяч с контейнера СБУшникам и по 10-20 тысяч таможенникам, чтобы они не отправляли информацию в Олаф. Поделюсь с вами контрабандной экономикой. Ящик сигарет на Немане в Беларуси стоит $70-80, 50 блоков. Продать его на внутреннем рынке Украины можно за $200-240 ящик. Если его перебросить в Польшу, цена вырастет до 600 евро за ящик. Довести его до Германии – 800 евро. А если он попадет в Англию, то будет стоить 900 фунтов. Лихо. А теперь умножим это на контейнер. В него влазит 960 ящиков. При вложении $77 тысяч в белорусские сигареты и перебросив их, например, в Германию, вы продадите его за 770 тысяч евро. Космические прибыли. Около $700 тысяч грязной прибыли. Все эти сигареты, происхождение которых мы описывали, включая первые 2 источника происхождения, аккумулируются в западных регионах на огромных складах, откуда и начинаются уже сами схемы переброски их в Европейский Союз. Схем сотни. От перебегания с ящиком по зеленке до строительства тоннелей под границей. Но глобально они делятся на 3. Бытовая контрабанда, среднеоптовая и промышленная. Сигареты, о которых мы говорили в первой части, складируются на больших складах, которые неприкасаемы для силовиков, ибо они получают ежемесячную плату за крышу. За это контрабандисты платят и фискалам, и полиции, и, естественно, СБУ. Платят всем, чтобы не мешали работать, и им не мешают. С этих крупных складов, по сути это логистические центры контрабанды, сигареты средними партиями продаются нелегальным оптовым точкам приграничных городков, откуда они уже попадают напрямую к тем, кто их перевозит. Это все тоже под контролем фискалов, полиции і СБУ. Наша група уїхала. Ті козли залишилися там. Знімають далі. Знімають. І нібито хтось з хазяїв приїжджає забрати ті сигарети. Є видані ці цигарки. Так, точно. І більше нічого немає? Ні. Є пояснення того продукту київського. Є пояснення чоловіка, якого затримали, який приїхав туди. Дивіться, ви будете звертатися за ухвалену? Ні, звісно. А ви знали, що там та точка працює? Я безпосередньо. Так. Ну, інформації багато. Не можуть. В мене особисто, хто там займається фіксуванням.
А кто? ГУЛАГи. Ну, бывший стоящий. Бытовой уровень – это простые люди, которые каждый день скупают за наличку по 5-10 блоков и тянут их на себе через границу. Кто пешком, кто на бусе, кто на рейсовых автобусах. Тянут в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию, чтобы продать их с двойным наваром. Это ручейки, которые текут вдоль всей границы круглосуточно. Причем масштабы этой бытовой контрабанды настолько огромны, что вы даже представить себе не можете. Для примера, ежедневно из города Владимир-Волынский отправляется 34 международных пассажирских автобуса, которые не возят простых пассажиров, а возят контрабандистов с сигаретами. 34 автобуса, в каждом по 20-30 человек, которые каждый день везут в Польшу по 5-7 блоков сигарет. Маршрут этих рейсовых автобусов 20-30 километров до ближайшего в Польше городка, где сигаретчики выходят и сбывают свой товар. Знаменитые очереди на границах из бусов и легковушек – это тоже элемент бытовой контрабанды. Почти в каждой машине спрятано по несколько блоков сигарет. На части зеленой границы, как на Закарпатье, люди бегают с ящиками через речку Тиса. Это тоже бытовой уровень контрабанды. Следующий уровень, полупромышленный. Это попытки вывести по 10, 20, 50, 100 ящиков в фурах, спрятав их то в уголь, то в баки вместо топлива, то в дерево. И если на бытовую контрабанду наша таможня закрывает глаза, то полупромышленная существует на договоренностях и взятках с нашей таможней на местах, на уровне региональных таможен. Бизнесмены договариваются, что кто-то пропустит их фуру на ту или иную смену, подгадали ненервную смену, например, у поляков, и поехали. Но проблема в том, что со стороны Польши, Румынии и Словакии договоренности о контрабанде нет и быть не может. Европейцы с ней борются и как могут ловят эти грузы. Поэтому это всегда большие риски. Ну, если ты везешь 50, 100, 200 ящиков, это лотерея. Но все это мелочи и глупости. На границе Украины и Европы есть одно большое окно с гарантией неприкосновенности от европейцев, через которое проходит 80% всего нелегального потока сигарет. И если взять данные 2016 года, то из 5,8 миллиарда сигарет, это около 600 контейнеров, примерно 500 проходит по этой схеме. Что это за окно? Это, друзья, участок украинской границы с Венгрией. В это сложно поверить, но контрабанда сигарет из Украины в Европу через Венгрию – элемент теневой программы поддержки венгерского сепаратизма на Закарпатье, которую курирует лично премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан очень хитрый человек. Он спит и видит Закарпатье в составе Венгрии. И как заявлял недавно депутат польского Сейма Славомир Нитрас, Орбан предлагал Польше захватить часть Украины и поучаствовать в ее разделении. Дословно он сказал: Орбан призывал нас захватить земли во время украинского кризиса и поделить их. Он мечтает пересмотреть границы в Европе, как и Владимир Путин. Орбан очень опасен и очень умен. Но не имея возможности физического захвата Закарпатья, Орбан уже несколько лет ведет гибридный захват наших территорий. Венгрия раздает незаконно паспорта украинцам и финансирует венгерские общины, которые буквально просто так раздают людям деньги. Но не всем, а тем, кто получил венгерский паспорт. Только по официальной статистике за 2018 год Венгрия завела на Закарпатье около 10 миллионов долларов. Но это только вершина айсберга. Ведь как ни крути, за эти деньги нужно отчитываться и списывать их на какие-то программы. Часть финансирования, которое можно пускать на нужды без отчетов, это деньги с поддержки контрабанды сигарет. Это деньги на доплаты врачам и учителям, помощь аграриям, просто финансовая поддержка владельцев паспортов Венгрии. Это же нельзя показывать в отчетах. Мой коллега Евгений Куксин был на Закарпатье, и я попросил его подсобрать информацию о таком финансировании. И он сейчас покажет кадры, которые ему удалось там заснять. А после этого я подробно расскажу, как именно работает венгерское контрабандное окно в Европу.
Закарпаття – це от майже та сама Європа, до якої ми йдемо. Охайні в більшості випадків будинки – факт. Чомусь, щоправда, місцями хороші дороги. Таблички на будівлях двома мовами. Таблички на вулицях двома мовами. Зупинки громадського транспорту так само двома мовами. Та й в спілкуванні з людьми мови української можуть не зрозуміти. Там зараз черга велика, не знаю. Навіть. Не розумію. Навіть. Тут особливо ніхто й не приховує свого громадянства чи своїх вподобань. Я венгерка. Я тільки русский язик учила. Місцеві тут живуть не за українським часом, а це переважна більшість, ті, хто їдуть працювати за кордон. Так зручніше. А тому навіть в санаторіях тут таблички, де кажуть про прийоми з акцентом за київським часом. Нещодавно військовий прокурор Матіо заявив про те, що на Закарпатті люди живуть із двома паспортами. Це тисячі людей. Але казати, що паспорт їм треба, аби просто переходити кордон, ну ні. Є ті, в кого угорського громадянства немає, і спокійно переходять. Безвіз же. Ходимо на товар возимо, то коли яка границя. Ми маємо паспорта біометричні. Насправді паспорт громадянина Угорщини дає дещо більше. Бо тобі напряму тут, живучи в Україні, буде допомагати уряд Угорщини. Венграм помогает, кто хочет. Работа. Были такие, которые трактор купили, которые сад садили. Ну, то что. Или магазин открывал. То есть, Но а Венгрия это кто? Это здесь какой-то... Венгрия. Это страна. От так просто, бо ти є громадянин. Так, вони просять 2 мільйони, дають 2 мільйони форінтів. Ну, трактор або, трактор дають, там всі приспособлення. Хто пише, що у документах він займається що приходять на екскурсію, туризмом. Дають на туризм вам, щоб ви вдома обладали, щоб ванни там були, все удобстві. Так і так дають. Все почалося з того, що впало в око чимала кількість нової сільгосптехніки, а також доволі масована кількість полів, які, прямо кажучи, облаштовані аж занадто по-європейськи. Погодьтеся, в українських реаліях на таке дивитися дико. Так от, справа в тому, що в Угорщині є цілі програми, мільйонні програми підтримки своїх громадян. Там миллионы форинтов, миллионы, не пару тисяч. На сад, на трактор, так. Все, що треба, звернутися до своєї сільської чи міської ради, і тобі розкажуть, все покажуть і все організують. В сільській раді там і поможуть вам, і все, наприклад, документи оформити вам. То треба вже там гражданство якось прийняти, я знаю, то вже все святі вам розкажу. А головне, дадуть грошей. А потім спеціальна комісія слідкуватиме, як ти ці гроші витрачаєш, аби тільки на те, на що попросив. Що ви хочете, то вам дадуть гроші, то тільки треба буде показати, що ви зробили, бо то приходять провіряти, знаєте. З Венгрії приїжджають. Ні, це наші, тут у них є така комісія, тут складена у Берегові, і то вони приходять і подивляться. Такими питаннями, а яким боком сільська рада чи міська рада чи якась комісія в Берегово має прямий контакт із урядом Угорщини, ніхто тут не задає. Бо ж навіщо, якщо тобі дають грошей, ти можеш робити все, що хочеш, так і кажуть. Не знаю. У них такий закон. На додачу повне розуміння, що від України як держави так швидко і такими сумами нічого не буде, то звісно, чому би і не довіряти спеціальним комісіям. А відтак плавна і поступова інтеграція до Угорщини. Місцеві точно не скаржаться, а навпаки вдячні уряду Угорщини за таку увагу. Столько денег, ти покупиш молоде дерево, будеш сидиш і ти можеш працювати. От України ми нічого не отримуємо. А тому секрет успішного життя на Закарпатті – довести своє угорське коріння і в результаті отримати громадянство. Чи своїми силами довести насправді, чи за гроші, що також має місце. Якщо гроші є, то можна зробити документи за границю раз-два. То дурниця. Дасте свої документи, здасте все, що там треба, та й все й дадуть вам.
Далі уряд Угорщини про тебе подбає. Не треба тут з Венгрії їхати, то вам прийшли. То вже перечислять вам гроші і так. Видите, как все просто. Приходишь и берешь все, что надо. Именно для частичного финансирования этих проектов по негласному решению властей Венгрии и с одобрения премьера Орбана они и сделали на границе окно для контрабанды сигарет. А частичный заработок с него идет на поддержку общин венгров на Закарпатье. Как это работает на практике? В отличие от мелких схем, крупномасштабная контрабанда сигарет в Венгрию – это стопроцентная гарантия безопасности. Эти партии сигарет никто не ловит и не задерживает с обеих сторон границы. Они едут открыто, караванами, по 5-10 фур на специальную смену венгерской таможни, которая их не видит. В месяц в Венгрию заходит от 20 до 50 фур, в каждой из которых не менее 1000 ящиков разных марок, со всех 3 источников, о которых мы говорили в самом начале. Кто что заказал в Европе и кто что сумел продать в Украине, венграм все равно. Они пускают просто сигареты. Они дают окно, берут за него с нашего бизнеса деньги и передают их в свои общины. И все хорошо. Курирует эту работу со стороны Венгрии, естественно, не кто-то от власти, а специально поставленный человек, такой себе бизнесмен Виктор Киш, владелец венгерской логистической компании КВ Логистик. Киш – главное техническое звено в схеме, координирующий контрабандное окно. Он дает команду украинской стороне: есть окно, и фуры едут. Его легальная логистическая компания КВ Логистик – прикрытие для этой схемы. Ведь по документам фуры что-то везут, и это, как правило, товары прикрытия. Но с Кишом по этому окну работать могут не все. Это элита, и главных табачных бизнесменов Закарпатья знают все. Это бизнесмены-политики, братья Балоги и Михаил Ланьо. Эти две бизнес-структуры и конкурируют между собой за право работать с Кишом. Попав в Венгрию, эти сигареты там не задерживаются. Они там не нужны и вреда экономике Венгрии не наносят. В зависимости от марок и канала поставок они едут в конечные страны назначения. Например, румынские сигареты Регина едут исключительно в Италию. В Румынии они стоят $100-120 за ящик, в Италии уже 900 евро. Легально произведенная Marlboro и Rothmans стоят в Украине 650 евро за ящик. И если Marlboro едет только в Италию по цене 1500 евро за ящик, то Rothmans едет исключительно в Англию и стоит там на черном рынке 1650 фунтов. Эти же бренды, но в виде подделки, которую производит фабрика в Желтых водах, стоят по $300 за ящик в Украине. Но и в Европе на подделку цена ниже – 800-900 евро. Белорусские бренды типа Минск, НЗ, Кредо едут в Англию и Германию. Экономику этих сигарет я уже рассказывал. Граница внутри ЕС в разы прозрачнее, и переместить сигареты из Венгрии в Италию через Словению не составляет труда. Главная проблема – точка входа в ЕС. И премьер Орбан эту точку входа обеспечил. Представьте всю границу Украины с ЕС. Это решето, через которое сигареты тоненькими ручейками текут в Евросоюз. И европейцы эти ручейки все время затыкают, перехватывают. Поляки, румыны, словаки. А на границе с Венгрией не ручеек, огромная дыра, контроль над которым в руках тех, кто эту дыру и создал, правительство Венгрии. Но тут у вас возникнет вопрос: ну хорошо, а куда смотрит наша таможня и СБУ? СБУ, как мы помним, и курирует эту схему в лице Евгения Рубежного и его 4-го управления департамента К. Ну а закарпатская таможня тоже в делах. И так же, как и венгры, дает окно для крупных партий сигарет. Специально для контроля этой схемы еще в 2015 году один из теневых кураторов таможни Геннадий Романенко пролоббировал у главы ГФС Романа Насирова назначение таможенника Андрея Каращенко заместителем начальника Закарпатской таможни. И с 2015 года именно Каращенко является главным координатором, куратором и смотрящим за всеми нелегальными схемами Закарпатской таможни. Всех схем и в первую очередь контрабанды сигарет. Киш дает окно в Венгрии, Каращенко в Украине. Естественно, под негласным прикрытием местного 4-го управления СБУ.
И если вспомнить статистику, что с 2014 по 2016 год количество контрабанды сигарет выросло с 500 миллионов до 5,8 миллиарда, то мы поймем, насколько четко и слаженно заработала с 2015 года эта система. Помогает Каращенку в контроле схем еще один известный закарпатский таможенник Валерий Пересоляк, по совместительству президент главного футбольного клуба Закарпатья «Минай». Финансированию этой команды могут позавидовать многие футбольные клубы. Говорят, что только с контрабандных схем Пересоляк заносит в клуб по 50 тысяч долларов ежемесячно. При этом начальник закарпатской таможни Станислав Балуев в этих схемах не участвует, так как поставлен фунтом прикрывать работу Каращенко. И в случае скандала он готов принять удар. И когда президент Зеленский приезжал на Закарпатье и требовал уволить начальников таможен, он не понимал, что бьет по фунту, а истинный куратор контрабанды стоит перед ним и выходит сухим из воды. Керівник знаходиться у В відпустці. якій країні? Вибачте, але я не готовий. А як ви? Та я знаю, що ви всі не готові. Ні. У мене питання, в якій країні? Ви що, не чуєте питання? Я не знаю, в якій країні. Да-да, Андрей Каращенко — это тот самый знаменитый таможенник, которого президент спросил про iPhone. Балуев тогда был на отдыхе в Греции и приехать не смог. И на внезапный визит гаранта пришлось идти Каращенко. Я не знаю, в якій країні. А як ви з ним зв'язуєтесь? В телефонному режимі. А він вам дзвонить? Останній раз розмовляв в середу. Да, там пишеться завжди країна, коли вам дзвонять. Ви знаєте про це? У вас який телефон? Айфон? Уточню, де він У знаходиться. вас телефон який? Айфон. Айфон? Так. А звідки айфон? Маленька зарплата, мені каже Власов. Вже 30 хвилин. Знайдіть начальника Так вашого. точно, знайду. Дякую. После этого скандала Балуев вместо увольнения ушел в отпуск, а Каращенко как курировал схемы, так и курирует. И кого бы сейчас не поставили на должность начальника таможни, окно в Европу для промышленной контрабанды сигарет останется. Я надеюсь, что этот материал с такими подробными схемами, описанием процессов и конкретными фамилиями не останется без внимания тех людей, кто пришел сегодня к власти. У нас новый президент, новый парламент, новый глава таможни, новый глава СБУ. Так покажите себя в деле.